Слава Украине, привет всем от Полонского. Сегодня 13 мая, да? Вот, а значит, сегодня день рождения так называемого Черноморского флота России, который, вы знаете, вот сейчас думают, сейчас пойдут поздравления. Ну да, мгм. Который был когда-то флотом, да? И более позорной истории, чем у этого флота, ну, ничего, пожалуй, в мире нет. Я не знаю, были ли у него какие-то победы, побед никаких я не припомню. Единственное, что могу вспомнить, что в 1856 году, можете меня поправить, если я ошибся с годом, эти рашисты затопили свои самотопы в Крыму. Было тогда, да, такое. Но не суть. А сейчас у нас, вот они говорят, Черноморский флот, силища, Сталин, Путин, Гитлер, наше все, да. Ну, давайте разберемся, что это за флот и с чем его малюют. Прежде всего, смотрите, это самый позорный флот в мире, самый позорный. Это флот, который умудрился потерять более 30, говорят 40 даже, процентов кораблей боевых в войне со страной, у которой флота, ну, как бы такого, в таком понятии нет. Да. И это самый трусливый в мире флот. Почему? Потому что маленькие лодочки, вот такусенькие маленькие лодочки, да, Магура, Сибеби и так далее. Наши дроны морские запугали до такой степени рашистов, запугали до такой степени этот Черноморский флот, что он удрал с места постоянной дислокации в Крыму, удрал аж куда-то там на Северный Кавказ. Просто без штанов, точнее без винтов. Да, кстати, как вот правильно говорить насчет, вот когда флот удирает? Нельзя же сказать, что он без порток удирает, да? Без штанов, без винтов, да, без фуражек, без козырок, просто удрапал. Вот, потому что, ну что, гаплек ему, да. Кроме того, еще самая главная вишенка на торте, мы же постоянно говорим о курсе русского военного корабля. Давайте вспомним эту историю, славную историю Черноморского флота. Когда эти бандиты путинские подошли к нашему острову Змеиный и потребовали от гарнизона острова сдаться, были посланы, правильно, русский военный корабль курсом русского военного корабля. Они не поняли сначала, куда их послали и почему. И поэтому продолжили свои бандитские нападения. Но дальше наступила очередь того самого крейсера «Москва», который угрожал нашим пограничникам на Змеином. Вы же помните, да? Крейсер «Москва», гордость российского флота, да, морды вот такие, хари вот такенные. И где ваш крейсер «Москва» сегодня? Рыб кормит. А рыбы такого дерьма не жрут, да. Вот так вот. Я никогда не забуду, как они рассказывали, как, значит, крейсер «Москва» после... Да, ничего страшного, там что-то там хлопок был, хлопок на крейсере «Москва». Он уже прибыл для ремонта в Севастополь, в то время как он уже буль-буль-буль-буль-буль делал уже, да, уже тонул. А эти рассказывают, как он прибыл, да, этот самый в Севастополь, город каких-то там моряков, пьяных моряков, да. Как оказалось, он просто утонул. Как это произошло, что он утонул? Он проглотил 2 украинские ракеты «Нептун». Заметьте, не американские ракеты, не английские ракеты, а 2 украинские ракеты «Нептун». Только лусь, и он сделал буль-буля вместе с экипажем. Называется буль-буль, курс русского военного корабля. Но знаете, вообще эта война, она породила очень много таких вот выражений, крылатых фраз, да, вот курс русского военного корабля. Это ж просто генерально. Русский военный корабль пошел вот туда. Да, то есть вот посмотрите, вот это все, массив, да, тут что не скажешь, это крылатая фраза. Ну, про Путина hello я же не буду даже говорить. То есть вообще Россия, сегодняшняя Россия в своей смехотворности, в своей глупости, в своей убогости, она породила такое количество замечательных мемов, в том числе и Черноморский флот, что просто диву даешься, ни одна другая страна такой позорной никогда не была. Вот, друзья мои. Так что Черноморский флот, он, знаете, он... Единственное, кстати, чем они, какие у них боевые заслуги вот в войне против Украины, да, вот у этих бандитов? Я вам скажу. Они запускали ракеты «Калибр», пока еще они плавали там по морю, как дерьмо в проруби. Ну, они и сейчас время от времени это делают, но сразу текают, да, вы в курсе, да? Вот, они запускали ракеты «Калибр». В Виннице, например, они убили маленькую девочку, помните, да? Ракетой прямо по центру города и так далее. То есть по городам, по селам запускают ракеты. Это убийцы, это бандиты. Это просто бандиты.
Вообще деградация российской армии, в частности Черноморского флота, достигла невиданных масштабов, невиданных размеров. И на сегодняшний день более позорного организма, чем вот этот флот, который вообще уже и не флот, а превратился в какую-то жалкую флотилию, которая, утлая свое тело, прячет где-то там в Новороссийске, за бонами, за заграждениями, за всем, чтобы, не дай бог, не прилили туда доблестные украинские дроны, и там не вынищило их до ноги, как было сделано с другими этими российскими корытами в Крыму. Это позор, это позор. Все, что можно сказать. Единственное, что способно, это стрелять по гражданским. А как только видят наши дроны, они сразу лапки кверху. Знаете, есть козы такие, которые видят, значит, хищника притворяются мертвыми. Такие эти. А мы уже не играем, что, мы уже все, мы уже все. Вот так вот, друзья мои. Так что день рождения позорно-черноморского флота, который когда-то, может, и был флотом, когда на нем служили украинцы. Но сейчас он посмел объявить войну Украине. Ну, посмел, получай. Был флот и нет флота.